Как, может быть, вы знаете, последние 2 года я провела на Тайване в буддийском монастыре в качестве монахини. И я решила поинтересоваться на Фейсбуке, есть ли у кого-нибудь вопросы какие-нибудь, чтобы я могла поделиться немного этим опытом. Большинство вопросов были на русском языке, поэтому я записала это видео тоже на русском. Я сделала английские субтитры, но мой английский не так уж хорош, поэтому прошу простить меня за мои ошибки, которые вы увидите. Ничего с этим не поделать. Я записывала это видео с расчетом на то, что люди немного знают что-то о буддизме. Но для тех, кто не знает, я бы, наверное, хотела пояснить, что здесь не будет никаких рассказов о достижениях и обретениях, о глубоких медитативных переживаниях или о осознаниях. Скорее наоборот, я постаралась сосредоточить свою практику на потерях, на отпускании. И в этом видео будет рассказ о моем небыстром пути к пониманию, как вообще это делать. Потому что в буддизме, как и желание обладать чем-то, стремление к развитию какого-то качества является преградой на пути, так и желание отбросить что-то тоже является преградой на пути. И как тогда действовать? Если бы все было просто, ты понял, там, не знаю, вот это злоба сегодняшнего дня, я больше не злюсь ни на кого. Если бы это все работало так просто, было бы замечательно, конечно. Но почему-то не работает. И да, я попыталась поделиться на примере двух каких-то таких, да, одного эмоционального состояния и другой в целом концепции, как у меня получилось что-то немножко отпустить. Вот, надеюсь, будет интересно посмотреть. Всем здравствуйте. Ладно, давайте без представления, потому что я не знаю, как вообще это делать. Но я очень хочу начать говорить. Первый вопрос был о том, что я здесь делала. По моему мнению, по моему представлению, я сюда приехала проверять свою теорию о том, что вообще в буддизме есть что-то хорошее, потому что по рассказам, читая книжки различные умные, кажется, что буддизм это просто высшая степень мудрости и всего, и дальше вот просто уже ничего лучше не найти, мне так казалось. И у меня были большие сомнения, потому что я что-то уже повидала, что-то на себе испытала, да. У меня были большие сомнения по поводу того, что это вообще действует. И надо сказать, что люди, они везде люди. Неважно, что сейчас у меня бритая голова и странные одежды на мне, и меня окружают люди с бритыми головами и странных одеждах. Они такие же люди, как и за пределами этого здания. Да? И люди, они везде люди, что в России, что на Тайване. И первый год был для меня достаточно мучительным, потому что все идеализированные представления, которые у меня были о том, как должен выглядеть настоящий монастырь, как должна проходить моя личная практика и как я должна себя вести, все это рассыпалось в прах об реальность, да, потому что реальность она совсем не такая, как наши идеалы, как наши представления, как то, что нам хотелось, чтобы было на самом деле.
быть частью религиозной структуры, надо все равно понимать, что это у религиозной структуры есть свои обязанности перед обществом. И общество требует от религии вполне конкретных вещей, исполнения обрядов. Будь это в какой бы то ни было это стране, в какой бы то ни было это религии не происходило, я так понимаю, приблизительно все одно и то же. Если человек болен, то идут за обрядом, чтобы он выздоровел. Да? Если кто-то умер, то нужно, чтобы его направление в дальнейшем какое-то было хорошее, как бы это в конкретной религии не звучало. Если там рождение ребенка, то пусть он будет счастливый, удачливый, и здоровый, и все у него будет по жизни хорошо. Если это учеба или работа, да, то опять же, чтобы все было хорошо. И так далее. Если нет отношений, романтических отношений, чтобы они были. Если они уже есть, то чтобы они были хорошими. И, честно сказать, вся эта религиозность, обрядовость конкретно меня совершенно никогда не интересовала и не привлекала. И почему-то мы, так скажем, в европейской части мира предполагаем, что в буддизме, ну как, читая книжки, там, ну этого же вообще этого не должно быть, этого нет. И, ну, чтобы религия выжила, я так понимаю, ей необходимо участвовать в этих вещах. И, да, повторюсь, первый год для меня был достаточно тяжелым, потому что всего того, чего мне хотелось, я не нашла. А не нашла я не потому, что этого не было, а потому что когда, опять-таки, ум забит идеалами и представлениями, видеть то, что есть, на самом деле, достаточно сложно. И небольшим таким пробуждением для меня была поездка в монастырь, где, собственно говоря, проходило уже дальнейшее посвящение, высшее посвящение в монахи, бику или бикуни. Да, то есть изначально в буддизме тебя принимают шраманера, как ученик, да, и потом уже высшее посвящение бику. Или, если говорить с китайским произношением для женщин, то это самини и бичони. Это ежегодное мероприятие. Здесь недалеко есть один монастырь, который принимает ежегодно порядка 500 человек, которые участвуют в этой церемонии. Также было в моем случае, то есть мы все жили вместе, и мужчины, и женщины. И мне кажется, за 100 человек мастеров, то есть монахов, как минимум там 40-летним, 50-летним опытом, которые помогали нам в том, чтобы этот обряд совершился, потому что там нужно очень большое количество свидетелей, монахов с большим опытом, чтобы подтвердить официально, да, что вот тебя приняли, высшее посвящение тебе дали. Плюс, мне кажется, порядка 200 человек волонтеров, которые в основном это женщины пенсионного возраста, которые приходят, помогают и готовят, ну, представляете, да, такое количество людей накормить ежедневно. Очень много нужно работы. И как они работают, вставая до нас с утра, чтобы нас накормить, не знаю, в 3 часа, наверное, утра они вставали. Это, конечно, сильное такое впечатление на меня произвело. И пребывали мы там в этом монастыре 35 дней, по-моему. И я могу сравнить этот опыт только с воинским, с службой в армии, да, потому что ты там не имеешь права ходить сам, ты все время ходишь строем. Нас вот 500 человек участников, но все поделены на маленькие группки, по 12 человек где-то. И мы все строго одна группка за другой ходим сначала на утреннюю службу, потом четко одна за другой на завтрак, четко после этого на работы, четко после этого на какие-то там учения. И носим строго специальные одежды, при том, что на улице за 35 градусов, и это невыносимо жарко. А когда ты приходишь на учение,
эти 500 человек забиты в зал, и там практически не выйти, потому что ты стоишь или сидишь, касаясь плечом соседа, плечом другого соседа, да, делая поклоны, ты можешь головой столкнуться с задней частью впереди стоящего человека. Также сзади кто-то тебя может коснуться, потому что все битком набиты, и сходить, скажем, выйти даже туалет посетить, это большая проблема, поэтому ты там пьешь очень мало, потому что это невозможно сделать. И все это, еще раз повторюсь, в такой жаре, вообще без собственной какой-то воли, да, ты все время ходишь строем, делаешь только то, что тебе говорят, по сторонам смотреть нельзя, потому что я помню первые дни, ну, если, может быть, непонятно, да, я не сильно рада там была. И первые дни, конечно, там по сторонам зыркаешь и смотришь на это все, и как бы вообще, что это? И это буддизм, который мне, та мудрость, которую мне хотелось найти. А нужно, значит, когда ты ходишь, например, между утренней службой и завтраком, нужно там строго держать руки таким образом и повторять слово, имя Амитафо, да, Амитапа Будда. И я, соответственно, ну, руки-то держала, но повторять ничего не собиралась. И там стоят монахи, где-то так просто наблюдая за нами, как мы себя ведем. И один, помню, монах смотрит на меня и говорит мне: «Чикуай», что означает «ты какая-то странная». И да, в общем, сказать, что мое тело себя чувствует там хорошо, да, ну, я вообще жару плохо переношу, а здесь пить практически нельзя, потому что у тебя не получится ходить постоянно в туалет. Иногда во время учений на нас было где-то надето порядка 3 слоев одежды, может быть, даже больше, носки, которые до колен доходят. И ощущение того, что ты смотришь на это все и не понимаешь, зачем вот это все нужно, и с осуждением на людей, на традицию, вообще на все. Голова раскалывалась от мнений, от суждений, от осуждений. И у меня всегда был выбор встать и уйти, уехать из Тайваня. Вообще никаких, меня здесь никто не держит. Паспорт, у меня просто кто-то там писал мне личные сообщения с тревогой: «Алексей, приветствую. У меня паспорт при себе, у меня есть деньги, у меня есть банковская карточка. Я в любой момент могу, никого не предупредив, взять, собраться и уехать. Меня никто не держит, никто не контролирует. Даже если бы и контролировали, спокойно здесь, я уже все ходы просмотрела, если нужно, я могу сбежать, если бы мне это было нужно». Но мне хотелось проверить, по-настоящему проверить, а вдруг что-то есть, даже, ну окей, за внешней формой вот этих вот странных каких-то традиций, обрядов, которые лично мне непонятны, поэтому они странные, да. Вдруг что-то я смогу для себя найти ценное, вдруг что-то в этом все-таки есть, потому что за пределами так называемой духовной практики, но я уже давно как-то в мирском всем этом, ну, не вижу смысла. Мне с детства было не очень интересно участвовать в обыденной жизни, но я очень старалась выглядеть или как-то стараться быть нормальной, да, и стать адекватным участником социума. Не всегда получалось, но я, честное слово, старалась. Вот. И мне все-таки хотелось посмотреть, а вдруг вот есть какой-то выход, лазейка. И на какой-то, я не помню, 20, наверное, какой-то день, когда у меня уже голова просто раскалывалась от жары. Я там заболела, причем дважды, потому что тебе очень жарко, включаются кондиционеры, ты весь потный, соответственно, ты заболеваешь. Я заболела, выздоровела, заболела снова. В общем, все, что можно представить себе, когда ты себя чувствуешь плохо, все там происходило. И в какой-то момент я решила попробовать перестать сопротивляться, перестать осуждать, перестать вообще думать что-либо об этом. Просто делать. И можно подумать, что это какая-то
не очень хорошая вещь, да, ну вот, не знаю, там от сектантов того-то и требуют, да. Но для меня это был очень полезный опыт, когда ты отпускаешь частичку своего я, своих представлений о том, как все должно быть, и ты просто плывешь. Окей, сейчас мы идем строим, окей, сейчас мы делаем поклоны полчаса, хорошо, делаем, да, жарко, хорошо, жарко, да, так жарко, что прям плохо, окей, наблюдаем, каково это, когда плохо. И это было удивительное ощущение свободы, когда ты можешь от чувств и ощущений собственного тела, от своих суждений отстраниться, и они существуют как будто немножко отдельно, а ты при этом свободен. Это было такое маленькое прозрение в то, каково это быть чуть-чуть свободным от привязанностей к нашему телу, к нашим ощущениям, к нашим мыслям. И когда я вернулась после этого 35-дневного опыта обратно в монастырь, в котором я проживаю сейчас, я решила подойти к одной монахине, которая всегда старалась как-то со мной поговорить, что-то мне объяснить, но я, будучи достаточно горделивым человеком и без знания языка, как-то смотря на то, что кругом какие-то тут все обряды, какие-то там, не знаю, песнопения для меня непонятные, я как-то, а что вы понимаете в этом, что вы мне собираетесь рассказать, объяснить. И, в общем, я подошла к ней и начала говорить, что большое вообще спасибо, что вы ко мне раньше подходили и что-то пытались объяснить, потому что благодарность — это одна такая из вещей, которые я здесь, наверное, чуть-чуть научилась испытывать. Не могу похвастаться тем, что этого было во мне раньше много. В целом, китайское общество Тайвань все равно, да, можем назвать наследниками Китая, да, не будем сейчас в политические дебаты вдаваться. У них очень развита сыновья почтительность, так называемая, и дети преклоняются перед родителями, и как бы те их, чтобы родители не делали, да, для ребенка очень важно испытывать чувство благодарности. И это очень поощряется обществом. И это, наблюдая, как это здесь все происходит, честно говоря, помогло мне во многом. Пересмотрела я какие-то моменты из своего собственного отношения, потому что у нас очень сейчас жива эта традиция, что вот безотцовщина, например, да, росла без отца, вот оттуда проблемы растут. Или вот там, если семья полная, вот мама там всему научила как-то там неправильно или что-то. Очень много, и все мои проблемы — это потому, что у меня токсичные родители, например, да, или вот у меня есть такие-то проблемы, потому что родители то-то и то-то. Очень много этого в нашем сообществе, и я была носителем этого культа, как человек с психологическим образованием. Помогло мне пребывание здесь сильно от этого избавиться, честно говоря, и чувствовать благодарность, опять же, дает намного больше свобод личных, вместо того, чтобы чувствовать какое-то, что «ах, вот вы, и поэтому я». Вот. И возвращаясь к той самой монахине, выразив ей чувство благодарности, она такая: да, ты готова слушать, ну, я могу поделиться чем-то еще. И вдруг оказалось, это одна из самых молодых по иерархии здесь монахинь. Как, может быть, понимаете, азиатское такое религиозное сообщество, оно очень иерархично, все строго здесь по старшинству, не по возрасту, да, а по опыту пребывания в монашестве. И, значит, эта монахиня, она одна из самых молодых, поэтому к ней, как бы на нее особенно внимания никто не обращает. И каждый раз, когда она со мной говорила изначально, я даже до конца поверить себе не могла. Серьезно? То есть вы серьезно что-то понимаете? Я этого ей не говорила, да, но как бы опять-таки, если есть у меня небольшой опыт там и общения и с учителями, и с монахами,
И буддийская теория мне знакома. И многие вещи, как они должны быть, я представляю, но при этом они не очень работают, потому что не было живой передачи. Да? Потому что всегда было какое-то ощущение, что весь вопрос, не знаю, в концентрации или в том, что много дел там, в мирской жизни. Вот я сейчас, условно назовем это медитацией, да, там. Я сейчас не могу медитировать, потому что там нужно работать, или потому что у меня там нужно с кем-то пообщаться, или что-то нужно сделать. И вот сейчас мне лень, а сейчас я занят, а сейчас я не хочу. И кажется, всегда есть куча много всяких проблем или дел или других отмазок, которые тебя от твоей практики отвлекают. А когда ты находишься в монастыре, и у тебя все условия для того, чтобы практиковать, и ты вдруг понимаешь, что все эти отмазки, они как бы не работают больше, а при этом предполагаемого роста не происходит. И есть два варианта: продолжать бежать от этой реальности, или же начинать как-то себя давить, продавливать. Вот ты вот должна, вот ни то, ни другое не работает. И я часто себя ловила в таком ощущении: а как, а что? Потому что, я серьезно, я понимаю, я читала книжки, я знаю, как бы, что надо делать, а при этом почему ничего не работает, и почему я смотрю по сторонам, и ни у кого ничего не работает. И потихоньку, доверясь тому, что говорила эта монахиня, потому что я спрошу какой-то там простой вопрос конкретно про сейчас ситуацию, что-то меня там, например, беспокоит эмоционально. Да, поговорив с ней некоторое время, я ощущаю определенную лампочку, там, не знаю, включили, и ты такой: точно, вот так, да, и пошел более такой какой-то комфортно себя чувствуешь, свободный. И шаг за шагом я открыла для себя. Мне сложно передать это словами, честно говоря, потому что в подростковом возрасте, начнем издалека, мне казалось, что вокруг меня одни роботы, что все ходят, да, вокруг меня с определенной программой, не знаю, там, родился, женился, родил кого-то еще, умер, да, и мне так не хотелось становиться роботом, и у меня были какие-то определенные, не знаю, там, мечты и желания, которые бы хотелось в этой жизни реализовать, не становясь роботом. В 16 лет я там приняла для себя такое решение, что духовная практика — это вот единственный путь, что я хочу. Я не хочу ничего другого в жизни делать. Даже если я буду делать другое что-то в жизни, это пусть будет продиктовано вот этим духовным путем. И потихоньку мне начало там, к 30 годам казаться, что я как-то уже выпадаю из этого своего плана, потому что что мне было природно, натурально дано изначально, да, в подростковом возрасте я могла делать, что я как-то с годами как будто все хуже и хуже, да, и во всякие, наоборот, мирские дела погружаешься больше и больше. И тут я понимаю, что я нашла не то, что я искала, а намного больше, чем я даже могла. Это не означает, что все прекрасно, что вообще вот здесь одни цветочки, бабочки, зеленая травка. Жизненно везде жизнь, но когда идешь туда, куда не хочется идти, это, наверное, такое одно из самых важных открытий, которое я и раньше подозревала, что так нужно делать, но здесь это с большим пониманием ко мне пришло. Например, я с 13 лет страдала депрессией и различные копинг-стратегии, там, механизмы совладания, да, со стрессом адаптировал, где-то там поговорить с кем-то, где-то там, не знаю, сходить куда-то, посмотреть фильм, съесть что-нибудь вкусное, чем еще люди занимаются. И здесь, представьте, когда
ты вдруг впадаешь в такое же состояние, которое ты благодаря этим копинг-механизмам, ты думал, что ты уже как бы покинул это, а у тебя ничего нет, нет этих средств, когда ты мог куда-то убежать от этого. И опять же, ты можешь придумать что-то новое, чтобы бежать, да, прикинуться, что ты ничего этого не чувствуешь, что этого нет, что это плохо. Или ты можешь начать подавлять, там, вот, все неправильно, это не так, на самом деле я счастлива, и мир прекрасен. Либо ты идешь туда, вглубь, внутрь. И был один такой день, когда я решила, что окей, вот у меня сейчас до обеда есть 2 или 3 часа, по-моему, и я прям позволю вот всему, всей этой черноте и боли, которые во мне внутри просто океан. Все, что я буду делать, это только плавать в этом океане. Я закрыла шторы. Мне было недостаточно темно, я залезла в шкаф. Я рыдала и выла в шкафу. Потом мне стало там душно. Я вылезла и каталась по полу с ощущением, что все просто разрывает. Вот здесь вот в груди так больно до крови. И в какой-то момент оно просто... И там ничего нет. Когда ты доходишь до края, там ничего нет. И там это не нужно, не знаю, не бояться, не заглушать как-то. И это прошло. А через год вернулась. И ты такой думаешь, я же уже знаю, метод. И ты пробуешь схватить этот метод с чувством, что я чего-то достиг, я что-то понял. И это снова не работает. И снова приходится возвращаться к тому, чтобы просто наблюдать. Есть определенные условия, которые приводят к тому, что какие-то эмоции и чувства в настоящий момент существуют. И исходя из положений буддизма, я, человек, не тот, кто по-настоящему владелец или, не знаю, контролирующий этих эмоций и мыслей. Просто наблюдаешь, и чем меньше ты считаешь, что они твои, чем меньше ты пытаешься ими управлять, контролировать их, тем скорее начнешь замечать такой процесс, что они возникают, пропадают. Что-то другое возникло, ты повернулся, пропало. И это очень-очень освобождающее такое чувство. Опять же, такой способ заглянуть немножко в переживание отсутствия «я». Я не могу сказать, что я там чего-то вот в этом по-настоящему достигла и понимаю, да, и теперь у меня нет «я». Есть, и более того, я прекрасно понимаю, что я вернусь в Россию, где условия будут немножко другие, например, да, и какие-нибудь... У меня вообще очень чувствительные уши. Какие-нибудь замечательные вопросы, даже, не знаю, там, например, от пограничников, да, от службы таможенного контроля, пограничного контроля, смотрят на фотографию на паспорте, да, например, смотрят на меня, и там могут, я представляю, быть очень милые вопросы. Я не всегда люблю быть участником бессмысленных разговоров. Вот. И сразу же могут возникать различные снова чувства, я опять могу к ним прицепиться, да, и если вы слышите какой-то звук, это тропический ливень вдруг начался. Вот. Но как бы то ни было, я понимаю, что я серьезно пришла туда, состояние, которое всегда меняется, о котором я серьезно даже мечтать не могла раньше. Вопрос только, у меня не то, что нет там сожалений, например, да, о том, что я стала монахиней. Вопрос только, почему же я не сделала это раньше. И я не знаю, имеет ли то, что я сейчас говорю, вообще какой-то смысл для слушающих, потому что далеко не каждому, честно говоря, захочется идти в это, потому что всю жизнь
каждый из нас, и я в первую очередь, стараемся создать какое-то чувство вот это вот стержня я, которое заслуживает уважения, которое что-то из себя представляет. И для того, чтобы, условно, продвигаться в буддизме, хотя это тоже такой совсем неадекватный термин, но для того, чтобы как-то это пытаться передать, можно попробовать использовать. Нужно пойти туда, где вот это чувство «я», оно просто... И ты понимаешь, что ты не то чтобы «я кто-то», вообще ничто. Там ничего нет, там пусто. И рациональное звено такое сразу тебе говорит, давай не надо. Все-таки столько усилий было потрачено на то, чтобы создать что-то стоящее, что-то заслуживающее уважения, а ты мне говоришь, что это нужно все потерять, растратить. И, наверное, да. Не каждому это будет интересно, и, может быть, кто-то там слушающий думает, с ней все понятно, да. Вполне вероятно. Но я могу сказать, что я очень рада. И это всего лишь чувство, которое поменяется через несколько минут. А что дальше? Что дальше, я не знаю. Потому что то, что мне, там, скажем, хорошо сейчас, совершенно не значит, что мне будет хорошо потом. И я на будущее ничего не загадываю. У меня достаточно есть какое-то очень четкое, интуитивное ощущение абстрактного направления, куда я иду. Да? Это как, не знаю, по компасу идти на север. Можно, идя на север, идти через прекрасные леса и долины. Можно заходить в болото, можно оказаться на свалке, идти через свалку километры, да? Можно выходить на просторы и так далее. Но ты все равно идешь в определенную сторону. И я думаю, у меня ощущение, я ни о чем не сожалею, что я делала там раньше, например, да, или что я делаю сейчас. Есть ощущение, что я как-то иду туда, куда мне бы хотелось идти, при том, что я не смогу это так как-то взять словами, выразить конкретное направление. Хотелось бы идти по направлению полного понимания освобождения, да, как бы оно ни выглядело. Вот. Как оно будет формально, конкретно выглядеть в дальнейшем, я не знаю. Но пока я, повторюсь, ни о чем не сожалею, и в целом для меня это был интересный опыт.